Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю хек в сливочно-чесночном соусе с луком и морковью. Нежное, ароматное и очень домашнее блюдо. Мягкая рыба буквально тает во рту. А сливочный соус с чесноком и овощами делает вкус особенно насыщенным и уютным. Готовится просто, без лишних хлопот, из самых простых продуктов. Подавать можно с картофельным пюре, рисом, ну а я сегодня подаю с киноа. Киноа идеально впитывает вкус соуса и делает блюдо полезным и сбалансированным. И если вы хотите знать, как правильно приготовить киноа, обязательно пишите об этом в комментариях. Для рецепта мне понадобится Для моего рецепта я использую хек. Это очень вкусная и недорогая рыба. Но, конечно, в этом соусе можно приготовить и, допустим, красную рыбу. Хек я уже хорошо помыла, почистила и сейчас разрежу его на кусочки. Рыбу солю и перчу. Оставляю ее немного постоять, пока я буду подготавливать овощи. Средними кусочками порежу чеснок. Небольшими кубиками порежу лук. У меня 2 средние луковицы. И 2 средние морковки можно либо натереть на крупной терке, либо порезать. Я порежу морковь небольшими брусочками. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла и хорошо разогреваю. И в первую очередь до золотистого цвета я обжарю кусочки рыбы. Если вы хотите, рыбу можно еще предварительно обвалять в муке. Я этого делать не буду, просто их обжариваю. Не надо доводить их до готовности. Надо, чтобы появился такой легкий румяный цвет. До готовности рыбу будем доводить в соусе. Рыбка слегка подрумянилась, и сразу можно ее переворачивать. Предварительно обжаривая рыбу, вкус у нее получается более насыщенный. Обжаренные кусочки рыбы снимаю на тарелку. Рыба до конца у меня еще не приготовлена, только слегка обжарена. На ту же сковородку сразу же отправляю обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Лук стал прозрачным и слегка золотистым. Добавляю морковь. И также сразу я добавляю немного сливочного масла. Морковь очень любит сливочное масло. И все немного обжариваю, чтобы морковь стала мягче. Добавляю чеснок. Чеснок я фактически не обжариваю. Просто его сейчас добавила в сковородку. Раздвигаю все от центра. Добавляю столовую ложку муки. И немного ее обжариваю. Мукой я слегка загущу соус, так он будет вкуснее. И сама обжаренная мука придаст блюду такой слегка ореховый вкус. Прошу прощения за мой голос, я слегка простужена сегодня. Когда мука обжарилась, все перемешиваю. Вливаю сливки, я использую 20%. Можно, в принципе, использовать сливки любой жирности. В стакан, где были сливки, добавляю немного воды и вливаю сюда. Огонь делаю тише. Густоту соуса я буду корректировать водой. Перемешиваю. И теперь добавлю специи. Добавляю соль, перец, сушеный чеснок. И также я добавляю орегано.
Конечно, вы можете использовать любые специи, какие вы хотите. Посмотрите, как уже загустел соус. Сейчас добавлю сюда немного воды. Перемешиваю. Выдавливаю примерно 1 столовую ложку лимонного сока. Не бойтесь, соус от лимонного сока не свернется, так как у нас в нем есть мука. Перемешиваю. И добавляю 1 чайную ложку сахара для баланса вкуса. Обязательно попробуйте соус. И если чего-то не хватает, добавляйте. Посмотрите, какая сейчас у меня получилась густота. Даю соусу закипеть и аккуратно выкладываю в него рыбу. И также я выливаю сок, который здесь образовался в тарелке. Рыбу слегка поливаю соусом. Добавляю пару лавровых листиков. Довожу все до кипения. Закрываю крышкой и готовлю рыбу на небольшом огне при легком кипении примерно 15-20 минут. Рыба уже протушилась. Она получилась просто невероятная. Посмотрите, какой красивый соус. Аромат божественный. Готовится просто и получается невероятно вкусно. Также по желанию можно добавить немного зелени. Я добавляю петрушку. Друзья, сказать, что это вкусно, это просто ничего не сказать. Уверена, будете готовить такую рыбку часто и вспоминать меня добрым словом. Эту рыбу можно подать с любым гарниром. С картофельным пюре, с рисом, с гречкой, с любой кашей. Я сегодня буду подавать с киноа. Это очень полезная и вкусная крупа. И если вы хотите знать, как правильно приготовить киноа, обязательно пишите об этом в комментариях. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!